А, У меня есть сценарий, по которому я сейчас буду рассказывать, подглядывать сюда и рассказывать величайший блокбастер на Земле, как мы из Владивостока, то есть находясь рядом с границей Китая, оказались на Канарах вот посреди Атлантического океана с 4 детьми. Мы вдвоем с мужем и 4 детей. Погнали. Наверное, это наше до и после, и почему мы решили уехать из Владивостока. Ну, хотя бы начнем с того, что когда мы жили на Бали, за месяц до отлета, привет, за месяц до отлета с Бали мы решили, что мы хотим полететь в Испанию. Внимание, это было 7 лет назад. 7 лет назад, и спустя 7 лет мы наконец-то здесь, в Испании. Но почему-то мы решили, что мы не будем не в Испании, а по сути, находясь на Канарских островах, мы находимся ближе к Африке, чем к материковой Испании. Как так оказалось? Мы свято верим в то, что места, они нас ищут и они нас находят. Когда я мониторила различные обзоры про Испанию, про климат, я всячески натыкалась на различные видео, обзоры Канарских островов и постоянно упоминала, что здесь шикарный климат, что здесь очень хорошие условия для того, чтобы воспитывать и водить в школу детей. Здесь меньше буллинга, ну вообще как-то более такая мягкая среда для детей. Плюс более лучшие погодные условия, климат, и, соответственно, можно больше заниматься спортом на открытом воздухе и, в общем, всячески давать доступную среду для детишек. Но мужа смутило то, что у нас был почти год проживания на Бали. Он подумал, что, наверное, Канарские острова, они намного меньше. Но сразу говорю, что Канарские острова, конечно, поменьше, чем остров Бали, но не намного. И поэтому это плюс-минус то же самое. И самое интересное, что Канарские острова, они тоже вулканического происхождения с действующим вулканами, и, соответственно, у нас было какое-то уже такое фрагментальное переплетение с той историей, которую мы проживали 7 лет назад. Далее муж категорически был против острова, потому что это будет что-то маленькое, локальное, и это нам не нужно. Ну и вот мы опять вернулись к этой материковой Испании, я дальше мониторила жилье, и когда мы уже получили все визы, все было одобрено, я даже приобрела билеты, но уже начала смотреть после этого жилье на Airbnb на первые 2 недели, да, для основного поиска. Я начала смотреть, и тут мы наткнулись снова на жилье, которое было лучше, приятнее, и как-то вот по обстановке, по картинкам оно нас привлекло. И оказалось, что это объявление было снова с Канарских островов. С того момента муж как-то так более вдумчиво начал изучать, смотреть, что же вообще за такие Канарские острова. И нами было принято решение, что окей, у нас есть билеты, давай-ка полетим и уже просто посмотрим, что они из себя представляют. И так вот мы как бы здесь. Отматывая назад, на 3 месяца назад пленку, что же, помимо того, что 7 лет назад мы хотели, в принципе, полететь в Испанию, что же еще стало таким важным катализатором для того, чтобы мы резко, имея свое жилье, имея свои машины, имея какой-то быт, резко собрать все вещи и поехать. Что стало катализатором для отлета из России? Давайте будем честны, помимо того, что есть не самый приятный климат, особенно в Приморском крае, он достаточно тяжелый. Я сама родилась в Сибири, ввиду того, что мои предки, мои родители с Урала, я часто бывала и жила на Урале подолгу. То есть у меня такой достаточно широкий обзор климатических зон в России, и Приморье, хочу сказать, что это самый худший климат. Такое ощущение, что на всей земле. У нас есть опыт проживания помимо Азии в других цивилизованных странах с мужем, и да, мы с ним смело можем вдвоем заявить, что в Приморье ужасный климат, как говорит мой муж, что природа словно пытается тебя оттуда всячески выдавить. И это так и есть. Ветра ужасные, зимой, хотя небольшой, казалось бы, минус, ты просто там дрожишь, постоянно мерзнешь, постоянно
стужаешься, и у меня просто вот эта вот напасть с того момента, как я переехала в Приморский край, постоянно меня сопровождала каждую практически зиму. У меня начинаются вот эти вот гланды аденоидные, гнойные ангина, да, это называется? Да, это называется танзелит и ангина. В общем, каждый год у нас это все ужасно, какие-то болячки, какие-то бесконечные сопли, четверо детей, это просто, конечно, полнейший трэш. Ладно, отложим климат, обсуждение его на антресоли. Это, казалось бы, да, можно как-то избежать, можно, в принципе, поработать хорошо, качественно, уехать на зимовку и вот это вот все чередовать. Но давайте будем откровенны, то, что сейчас происходит в нашей стране, не совсем адекватные вещи происходят, и мы не хотели бы, чтобы наши дети росли в условиях пропаганды. Наш ребенок старший отучился первый год в классе в российской школе, в муниципальной школе. Школа хорошая, замечательное образование, ну, как бы окей, нормально. Если дома заниматься самостоятельно дополнительно с ребенком, то окей, нормально. Да, кружки, все есть, можно ходить, есть доступная среда, можно заниматься спортом, можно заниматься этим, тем, но то, что происходит внутри школы, то, что идет откровенная пропаганда, нашей семье, лично нашей, это не совсем подходит. Мы бы не хотели, чтобы нашим детям засирали мозги. Вот. И, наверное, это стало одним из важных решающих катализаторов, что, да, мы уже как истинные старперы сели, и нам было комфортно находиться в этих условиях, и все хорошо, и налажен быт, но как бы да. Начались всяческие блокировки связи, блокировки всех ресурсов. И вроде бы мы до последнего сидели и терпели, но в какой-то момент просто мы поняли, что мы не готовы с этим мириться, и нужно в этой жизни что-то менять. Наверное, это было решающим. Да, ты со мной согласен? Окей, что мне подсказывает дальше мой сценарий? Сборы, как упаковать жизнь в чемоданы. Сборы, как упаковать жизнь в чемоданы и как перелететь с 4 детьми. Да, помимо того, что билеты, конечно, сейчас, ввиду всех тех обстоятельств, которые я озвучила выше, да, и катализатора, который нас выдавил из России, билеты стали значительно дороже, потому что тебе приходится строить какие-то странные обходные маршруты, и наш маршрут. Сначала мы планировали лететь через Москву, но так как там начались какие-то, в этот период, это было начало сентября, атаки беспилотников, нам как-то стало стрёмно. И я начала искать дополнительные варианты. И мы забыли благополучно, так как мы 6 лет, почти 7 лет мы не вылезали из России, мы забыли, что когда ты летишь через Китай, у тебя там начинают шмонать просто на входе и выходе с такой филигранной сосредоточенностью и вдалбленностью в каждую деталь, что у тебя лежит в твоей ручной кладе, тебя мониторят просто жесточайшим образом все твои чемоданы, а я говорю, что мы с 4 детьми летели, и мы как бы летели в эмиграцию, ну, нужно предоставлять, да, какой опыт через Китай перелета нам предстоял. Сразу говорюсь, у нас был такой маршрут. Из Владивостока мы летели в Пекин, там была пересадка. Летели мы в ночь, то есть мы вылетали, когда у детей начинался сон. Это было ужасно, потому что было 2 числа лета. В час ночи мы прилетели в Китай, нам пришлось будить детей. Они были жутко расстроены, все были на нервах. Окей, мы добрались, там был жуткий чек-ин со шмоном чемоданов, заполнением 1000 бумажек, почему и как, и для чего мы вылетаем, чтобы нам дали транзитную зону на несколько часов. Мы влетали через Гей в Пекин, транзитный вход был разрешен, да, нам нужно было заполнять 1000 бумаг на всех нас 6 человек. И так вот мы с мужем стояли на стоечке, он мне помогал заполнять форму на детей и на себя. Далее дети спали у меня там на лавках, все спали на лавках, я не спала, потому что я мониторила все, муж вырубился, он тоже хотел бдеть, но в этом плане не такой устойчивый, как я. Старший ребенок, к сожалению, так и не смог поспать, и ему 8 лет, и просто он со мной просто все 30 часов дальнейшие он не будет спать. И дальше я расскажу историю, достаточно трешовую.
Но история философская, которая заставляет нас задуматься в очередной раз на тему Бога и то, как Бог помогает нам, дает нам руку, которая нас ведет, а глаза других людей, руки других людей, которые просто помогают нам, дают нам силу, дают нам помощь, и все это рука Господня. Ну так вот, 30 часов мы не спим со старшим ребенком, он там тоже мне все это время помогает, но он просто не может уснуть, он такой, что ему надо лечь и прям спать, и причем если он уснет, он погружается в сон, он ничего не видит, не слышит тотально. А дальше мы летели внутренним рейсом днем, 2 часа был перелет до Шанхая, и там у нас была пересадка, внутренним рейс, пересадка была из Пекина в Шанхай, пересадка внутренним рейсом, то есть мы летели внутренними авиалиниями с китайцами. Я покупала билеты на китайском сайте. Мы летели с одними китайцами. Мы попали в гейт, в аэропорт местный Шанхая. Там только одни китайцы. Там не было ни одного иностранца. Китайцы не говорят по-английски, мы не говорим по-китайски. И перемещение не так, что мы там сели на шаттл-бас, нас перевезли или еще как-то. Это было все непонятно. Нам китайцы что-то жестикуляцией объясняли, что нам нужно туда, они сами не знали, куда нам нужно. Я видела по билетам, что нам нужно просто попасть в Пудунг. Это международный аэропорт Шанхая. Пудунг. Мы находимся in the middle of nowhere. Окей. Какими-то жестами, потом я вижу таблицы, обозначения, да, где гейт, что нам нужно вот этот пудунг. Мы просто движемся с огромной кучей чемоданов, ручной клади, детей, которые хотят спать к тому же. Старший, его средний там что-то поспали, подремали, муж тоже поспал более-менее. Мы с старшим ребенком не спим уже сутки. При этом, что старший ребенок, 8-летний, все это время помогает тащить там чемоданы, что-то контролировать. Я до сих пор в диком восторге, какую огромную ношу он на себя взял и как это все преодолел. Дальше мы это все движемся и попадаем в такую ситуацию upside face, что чтобы попасть на внутренний трейн, нам нужно купить билеты на этот трейн, но мы не знаем, где их купить. Китайцы нам не могут обозначить, где купить. В итоге, когда мы подходим, чтобы все это приобрести, мы не можем даже своей международной картой Таджикистана это сделать. В общем, спасибо добрым людям. Нас просто китайцы, понимая всю эту абсурдную ситуацию, они начинают нас с детьми перекидывать. Кто-то из китайцев нам пару раз пробил своей карточкой проход, чтобы мы просто зашли туда, в этот гейт. В общем, мы там каким-то чудом оказываемся. Матушка, мы ее так просто мамочкой так и назвали, матушка-китаянка, она там работает уборщицей, она просто помогает, хватает нам эти сумки, и мы бежим, потому что у нас уже время, которое к чекину подходит. Мы туда просто все бежим с этой мамочкой-китаянкой, огромной сворой, она нас просто туда доводит, сажает на этот трейн, туда, куда нужно. Вот так мы доезжаем, и тут снова upset face ситуация, потому что, чтобы выйти в этот гейт Пудунга, нужно снова пройти. А что это? Я забыла, что это, как это называется, эти ворота, да, которые раздвижные. Короче, ты просто прикладываешь свой билетик, штрих-код, QR это сканируется, и они открываются, воротики железные, но у нас нет билетов, понятно, и я как бы понимаю абсурдность ситуации, я начинаю врать, что пока мы бежали, а мы были с коляской, и я как бы приподнимаю козырек коляски, и там реально всякие билеты, всякая чепуха, которую я закидываю, ненужная валялась. И я типа говорю, что я положила сюда билеты, пока мы бежали, я пытаюсь это типа жестикуляция, что он, который при пропускном пункте китаец работает, он не понимает ничего по-английски. И я ему при помощи жестикуляции объяснила, что билетик был там, мы его потеряли. Он такой, типа, окей. И он нас пропустил. И мы показали билеты, что вот нам сейчас из Пудунга уже улетать нужно. Он нас пропустил. Спасибо ему огромное, спасибо Господу Богу огромное. Мы наконец-то добрались до этого Пудунга. Кстати, это трейн, который как бы в формате шаттл, да, перемещение делал, мы час там почти ехали, и все это время у меня просто дети подкипали, потому что это уже ночь почти глубокая. Я сама уже сутки не сплю, старший не спит, и это просто трэш полнейший, все уже на взводе. С учетом того, что этот еще шмон всех чемоданов.
В общем, мы задолбались дико. Чуть за этот час не уснули в поезде, но другие люди нас тоже там подмониторивали. Короче, мы добрались до Пудунга, нам нужно в час ночи у нас вылет, мы ждали. И тут мы просто добрались до выхода, да, уже прям до нашего гейта, там ковер, все, люди собрались, которые тоже с нами летят в Европу. Это будет перелет 12-часовой с Шанхая, прямой рейс до Будапешта, до Венгрии. Вот. И, естественно, нас уже вырубило, мы все уснули. Я просто все это время, я поставила таймер, и все это время я каждые, мне кажется, 10 минут вот так вот, я была в какой-то странной дреме, которая меня просто морозила. Я вот так вот открывала глаз, типа мониторила, все ли на месте, все ли на месте, все были на месте. Нет, это сколько, часа 2, наверное, может быть, 1,5, не знаю. Я все это время до вылета вот так вот мониторила всех. И со мной рядом вот здесь был японец. Когда мы приехали, дедушка, он спал, но он увидел нас. И типа все это время, когда я просыпалась, я краем глаза пару раз видела. Один раз он меня похлопал по плечу, потому что Серафима, она заснула со мной на кресле, и он мне показал, что она вот здесь вот на ковер легла спать. Рядом я ему такая, спасибо, и дальше подкипаю. И тут мы просыпаемся, все, время вылетать, и мы оглядываемся и понимаем, что нашего старшего ребенка нет. Его нет нигде. У меня началась в этот момент дичайшая истерика. Но сразу говорю, когда я проснулась в этот момент, вот этот японец, он меня снова похлопал по плечу, он смеялся, он не говорит по-английски, и он мне куда-то туда, в другую сторону аэропорта, там кромешная тьма, он мне показывал и смеялся. Я не поняла, о чем, я думала, что что-то такое, просто я ему тоже поулыбалась, и я вижу, что у меня нет Гордея, у меня начинается дичайшая паника. Я, естественно, в истерику стараюсь держать себя, не впадать, но понимаю, что ребенка нет. Мы начинаем хаотично искать Гордея, где-то его звать, его нигде нет. В нашей зоне, в ближайших гейтах туда, чтобы направо-налево пройти, нигде нет ребенка. И тут снова этот японец меня как бы схватывает, и он мне показывает туда, иди в темноту. Я начинаю туда идти и вижу, что просто ребенок, видимо, у него какая-то форма лунатизма случилась. И он просто встал, переместился и ушел в темноту. Наверное, ему мешал свет, и он лежал вообще просто в другом конце. Я бы его, наверное, вряд ли там нашла, если бы не этот дедушка-японец, который просто все это время не спал и следил за нашей семьей. На этот момент мне хочется заплакать, потому что что это, если не рука Господня? Так вот, все, дальше мы просто погрузились в самолет, уселись, и мы вырубились. Я детей там каких-то сложила на пол, кто-то двух младших детей разместила в ногах, или старших, они лежали в ногах у меня, я с младшими разместилась на кресло, легла, потому что у нас 3 ряда было. В общем, муж там где-то на антресолях спал отдельно. В общем, мы все эти практически весь перелет, 12 часов мы проспали. Просыпались на покушать, спали дальше, впадали в сон. И там под конец уже перелета мы проснулись. У нас был классный большой самолет с встроенными смартфонами. Там дети уже посмотрели фильмы на английском, поиграли в игры. В общем, хороший был перелет. China Airlines, как-то так, по-моему, называется авиаперевозчик. Ну, я довольна перелетом, все было супер, кормежка была 2 раза, хорошая, все было отлично. Вот, чисто супер. Мы оказались в Венгрии. Здесь нужно, так как мы влетали в зону Шенгена, нам нужно было сделать anyway check-in, то есть выйти и снова зайти, даже если у нас был транзит. У нас был транзит из Венгрии, перелет до Канар, до Испании. Вот, здесь вообще все было супер просто, понятно, все улыбались нас. Там куча китайцев была отдельно, просто своей огромной кишкой, нас как белых людей отдельно с детьми провели, причем девушка взяла нас за руки, провела в отдельную стоечку. Просто все быстренько зачекинились, нам сказали на английском, на русском, на венгерском, поздоровался с нами пограничник, мы прошли, зашли там в супермаркет, купили что-то, покушали, и все,
дождались нашего вылета, там несколько часов тоже была пересадка, буквально 2-3, ну, это короткое ожидание. Мы все уже выспались к этому моменту, и мы как бы более-менее, благодаря этому перелету и сну, мы как бы более-менее начали уже вливаться в этот жесточайший джетлаг, который нас будет сопровождать дальнейшие 10 дней. Такого жуткого джетлага в своей жизни я никогда не испытывала. Это у меня просто неделю. Знаете, когда вы плывете на корабле, у вас потом такое состояние организма, тело испытывает какую-то волну, как будто ты плывешь дальше. Вот это у меня было ровно неделю после перелета. Это было что-то сумасшедшее. Мы по местному времени уже в 6 все заваливались спать, и то мы ели, дожидались до этого времени, и мы просто падали и просыпались утром. Ну, это какое-то было безумие. Джетлаг жесткий у всех, у взрослых, у детей. Но спасибо бассейну, климату. Остров нас встретил супер классно. Солнце здесь действительно практически круглый год светит. За все эти 3 месяца, вот 2 дня назад был дождь, и то это так было таким освежающим эффектом, такую прохладу принесло, что просто вау. Климат здесь действительно особенный, классный. И благодаря свежему океанскому бризу, ветру, вот эта вот легкая прохлада даже в периоды жары, которую мы тоже застали, здесь была и Колыма, в столице было 37, но мы находимся как бы посередине между югом Одехой и Санта-Крус. Парис де Абона мы живем, здесь ветра, здесь станции ветряные. Благодаря этому мы вообще в каком-то таком свежаке постоянно находимся, при этом ходим постоянно на океан, купаемся, и как бы вообще супер. Сейчас конец ноября, мы до сих пор купаемся. Какие трудности? Да, не знаю, я не вижу здесь каких-то глобальных трудностей. Трудности иммиграции, они везде, наверное, плюс-минус одинаковые. Документы, бюрократия, я много слушала, читала на эту тему, но я не столкнулась прямо с таким, что вау, ты прям вообще не можешь, тут все медленно, не знаю, тут все, да, тут нужна сито. Сито — это запись ко всему, на все про все. Но если ты сам не бакланишь и делаешь все вовремя, проблем с ситами нет. Я всегда вовремя, то есть я без посредника купила здесь машину уже. Я сама меня пугали в чатах, что это нереально будет ее переоформить, что мне нужны посредники, я не выхвачу ситу. Все это чепуха полнейшая. Мы просто здесь покупала я машину у нас в Германии мужчин, то есть они европейцы, я покупала у них машину. Мы просто пришли к нам домой, он распечатал 2 договора, которые я с официального сайта трафика скачала. Мы заполнили договоры купли-продажи в 2 экземплярах. Все, я просто взяла ситу. Я просто взяла ситу на то, чтобы заплатить налоговую в трафика, налог на переоформление. Просто какие-то копейки сущие заплатила. Вот. И следующее, я взяла ситу в трафика, чтобы переоформить машину. Я пришла со всеми документами, с договором, с оплаченной этой формой 620, и у меня не было ровно никаких проблем. Это все сделалось очень быстро, легко и просто. Я стала хозяйкой своей машины. Все. И мне не пришлось платить посредникам. Имейте в виду. Если вы все-таки боитесь, пишите мне, пишите в комментах, пишите мне в личку, я чем смогу, тем помогу. По поводу школы здесь тоже не было никаких проблем, помимо того, единственный был момент, так как у нас большая семья, и нам сложно было выхватить слоты, ну то есть не сложно, мы пришли в Аютаменто, и нам нужно было 2 недели ожидать свои записи на то, чтобы с договором о жилье, да, то, что об аренде жилья, чтобы прописаться здесь, нам 2 недели пришлось ждать нашего слота и встречи, чтобы нас прописали. Когда мы пришли туда, оказалось, что у нас после 2 недель ожидания не хватало документов на сементы переведенных, хотя изначально нам сказали, что их не нужно переводить, но какая-то бюрократическая ошибка, да, это был единственный момент стрёмный. Я просто в одной из мадридских контор онлайн отправила формы своих,
что это у меня? Ну, детские, господи, детские вот эти вот, что это у нас, о рождении, сертификат о рождении, я забыла. А здесь это Насимента называется. И мне просто их онлайн оплатили. То есть мне дали ссылку, я оплатила, мне их перевели, скинули, и это здесь работает. Все. Потому что на острове мне в 3 раза дороже оплатили. То есть мне просили 350 евро заплатить за все то же самое, за что я заплатила 80 евро. Даже чуть меньше. 80 евро за 4, а здесь мне 350 за 3 детей платили. Просто трэш. Вот, все. Спустя, то есть, и когда мы пришли 2 недели, у нас не было этих Насимента переведенных, нас снова записали на 2 недели, так как большая семья, через 2 недели, спустя в итоге месяц, мы пришли, вместе со всеми документами нас прописали наконец-то и взяли в школу. Вопросов никаких не было, дети сейчас ходят в школу, они очень довольны, очень нравятся. По поводу испанского языка. Да, в классе никто не говорит по-русски, тут все испаноговорящие, ну вот так, мы попали так в эту школу, и это здорово, по той простой причине, что дети в школу ходят буквально там, месяц-полтора, но уже они приходят и говорят что-то на испанском языке, там типа мама, так как я собираю сама ланчбоксы, их не кормят в школе. Но, если честно, в России ребенок у меня практически никогда не кушал то, что там давали в столовке. Вот. Там они говорят, положи типа уву или манзана, яблоки, ува это виноград. То есть, так как я учила испанский дома, будучи еще в России перед отлетом, там что-то я знала, что-то я сама хожу там в магазины, общаюсь, так как мне пришлось столкнуться с местной бюрократией. Испанский язык сам собой начинает учиться очень быстро и легко. Дети тоже его легко осваивают, уже очень так хорошо пополнили свой словарный запас. Я пытаюсь мелкого удерживать, чтобы он не лез сюда. Короче, детям очень нравится, и все, что сейчас происходит, чтобы, если я хочу их припугнуть, мне не надо орать, кричать или как-то угрожать. Я угрожаю, да, я говорю, что что-то не нравится, полетите в Россию к бабушке. Они такие, все, окей. Вот. Что еще интересного, классного, то, что мне нравится. Они пошли у меня сейчас в спорт, я их отдала, на теннис. Они занимаются сейчас теннисом. Ну, нам сделали скидку, вообще так 30, но так как мы многодетная семья, нам сделали скидку, и это в итоге по 25 евро. Это просто супер, ребят. Занятия, в отличие от тех, которые мы ходили на пробный урок, частные, там более игровая форма. Здесь они на харде, на корте, харде занимаются, и они уже... Несмотря на то, что это второй урок, у Гордея очень хорошо почему-то стало получаться сразу же, он там супер отбивает мячи. Симочки пока хуже. Гордей уже вчера второе было занятие, поставили спарринг, и он там забил 3 гола, и в итоге они выиграли, он был супер доволен, он прям так эмоционально это рассказывал, я тут смотрела, наблюдала со стороны. С Симочкой просто занимается тренер, так как у нее хуже уровень, Симочкой занимается тренер. Просто стоит и рядом, там еще девочка с ней чуть послабже уровнем, как и она, и он постоянно стоит с ними, вот они кидают им мячи, как индивидуальное занятие практически, они отбивают. В общем, что я хочу сказать, это просто супер. Мне очень нравится, как проходят занятия. Дальше планы, конечно, потихоньку здесь развиваться, работать. Более того, я зарегистрировала на территории Испании свой товарный знак, и у меня на это все очень большие планы. Кстати, регистрация этого товарного знака помогла мне получить НИЕ. По поводу товарного знака, который я зарегистрировала на территории Испании. В первый же день прилета в Испанию я проснулась, и что я сделала первым делом? Я зарегистрировала товарный знак. Оплатила 22 евро, по-моему, или 24 евро. Все это онлайн было легко и просто. Проверка прошла, это было уникальное имя, мне зарегистрировали товарный знак. И благодаря этому товарному...
И благодаря этому товарному знаку я без проблем получила свое НИЕ. И поэтому сейчас я спокойно покупаю машину, спокойно детей в секции отправляю. В общем, какие-то другие юридические, бюрократические и финансовые вопросы я спокойно и легально веду на территории Испании. Поэтому это мой такой личный бесплатный рекомендацион. Планы большие, но самое важное, что детям здесь очень нравится мягкая, доступная среда в школе, мягкий подход, направленный действительно больше на личностное какое-то взаимодействие, на социальную адаптацию мягкую. И это важно. И это старшему ребенку на контрасте, да, потому что у него есть опыт, именно на этом постоянно акцентирует внимание и говорит, что вот это вообще супер. Здесь все такие классные, мягкие, никто не будет, никто не дубасит, просто тут нет какого-то хейта и жесткости. И с одной стороны, да, можно сказать, что да, а как же формировать жесткий, стойкий характер. Ну, наверное, характер формируется не этим, а больше трудолюбием и упорством, и желанием достигать своей цели. Вот, это важно, и это то, на чем я сейчас хочу сфокусировать свое внимание в дальнейшем развитии детей. Вот. Еще есть мысли, конечно, попробовать поехать на материк, но это пока мысли. Мы здесь в любом случае до конца года учебного. И дальше будет видно. Вот. Поэтому всем адьос, аста пронто, чао, чао и хорошего дня.